Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я не знаю, на чем я буду сегодня играть, но на самом деле в преддверии патча мне бы хотелось бы сыграть на моем любимом персонаже, это антимаг. И, наверное, знаете, что через охотников. Тут, кстати, есть гнездо Мамора из реликвий. Да, в принципе, на самом деле здесь обалденные реликвии, можно это полностью юзать. Почему я вот хочу сыграть через охотников? Смотрите, здесь есть тайт, а это означает, что можно будет сделать 6 охотников, 6 морских, плюс антимаг керри, либо же манки кинг керри, 4 кунг-фу, естественно. Ну, короче, посмотрим. Я не буду забегать наперед, просто давайте вот, ну, посмотрим, как будет идти, от чего будем отталкиваться и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Можно было бы вообще сыграть через воинов. То есть, смотрите, можно было бы в тупую собирать воинов, собрать вот этого тролля берсерка. Ну ладно, давайте вернемся к тому, почему я вот сказал в преддверии патча. Если что, то, ну, для меня это завтра, для вас это будет уже сегодня, то выходит патч. Патч баланса. И я думаю, вы чувствуете в моем голосе нотку сарказма. Думаю, чувствуете. Если, соответственно, чувствуете, то, ребят, естественно, никаких нерфов, манки-кингов и антимагов нету. Вообще нету. Я, кстати, подумал, что можно будет еще на гоблинах мехах сыграть. Но я думаю, вы прекрасно видели, что я там просматриваю. Вот. Никаких антимагов нерфить не будут, никаких манки-кингов нерфить не будут. Ну, типа класс люди. А можно и через людей, кстати, сыграть. Почему нет? Реально можно через людей сыграть. То есть, смотрите, если мне сейчас на третьем раунде придет человек, то можно было бы поставить 3 человек, выходить в максимальный уровень по-быстрому. И, соответственно, собирать свой билд. Можно так сыграть. А можно вообще через волшебников сыграть. Антимаг, он же эльф. Эльф. А вот Мирана тоже эльф. Эльф. Короче, и Трента можно взять еще. Трент нужен обязательно, потому что он дает нереально много отхила, плюс он огромнейший танк. Короче. Давайте не будем забегать, а просто будем отталкиваться от того, что приходит. Можно чисто по рофлу взять пандочку. Ну, мало ли, что-то реально повезет. Может, что-то стоящее упадет. Может быть, конечно же. Я, наверное, кстати, возьму уровень. Возьму вот так вот уровень. Мьёльнир. Мьёльнир мне нравится. Мьёльнир — это то, что доктор прописал. Можно было бы взять клевер, но так как у меня сейчас никакого особого бафа нету, то я, наверное, вот сделаю таким вот образом. Возьму колечко, чтобы у меня сразу со старта мана стакалось, а клевер, если что, я на потом оставлю. Вдруг чего, этот клевер я потом наролю. Хотя под охотников клевер идеально смотрится. Вот реально круто смотрится. Кстати, неплохо только, что я задамажил. Сразу снайпера вынес из игры, который был под шмотками, судя по всему. Там чисто Лина такая минус керри лагуной. Кстати, ребят, напоминаю. Ребята, а что это значит? Я надеюсь, я буду сейчас таким один особенный. Я надеюсь, что я один такой особенный сейчас. Я надеюсь в это. Потому что, смотрите, сейчас благодаря такому антимагу я могу сделать себе идеальнейший старт. А если мне еще придут, знаете кто, волшебники, то будет вообще прекрасно. Я поставлю фуловых эльфов, либо же фуловых троллей поставлю. То есть что-нибудь поставлю 100%. Это будет шикарно работать. А потом я спокойно перестроюсь. Дай бог, конечно, мне если что придет антимаг в 2 звезды ранее, так это вообще будет песня. А если мне гнездо Мамора на 10-м раунде упадет, я могу антимага этого забузить по максимуму. Ну просто, ну не имба, да, там просто чел нанес 3000 урона на 5-м раунде, ну класс. Ну, да, не надо, нерфить его не надо. Ладно, все. Я больше слова не скажу по поводу антимага нерфа. Просто давайте вот, как я изначально хотел, это охотники, фул морские, плюс антимаг, и просто покажу вам, ну, что с чем хавается, как говорится. Вот и посмотрим. И вы мне напишите, соответственно, в комментариях, что по этому поводу думаете. И чем думают разработчики, сразу добавите. На самом деле тут у врагов столы довольно-таки серьезные. Мне больше всего не нравится это охотник. Вот в действительности охотник может антимага люто и быстро продамажить, если у меня не будет никакого адекватного стола. То есть адекватный стол — это я считаю, что у меня хотя бы будут фуловые волшебники, и я там смогу, знаете, там воинов поставить, либо что-то такое, чтобы просто защититься от охотника. Ну, посмотрим. Но неадекватный персонаж. Ой, ладно, все. Давайте просто окунемся и насладимся. Но, ребят, хочу озвучить информацию. Чтобы все были в курсе абсолютно, осталось совершенно немного времени. Я провожу розыгрыш
наушников for Fine Applegame HCX в белом цвете. Все подробности в моем телеграм-канале. Поэтому переходим в мой телеграм-канал, читаем все условия, все дела и участвуем. Участвуем 100%. Если что, то телеграм-канал закреплен в описании под видео и в комментариях закреплено сообщение. А теперь давайте погрузимся в эту каточку. Я думаю взять 6 уровень. На то есть причина. Смотрите. На 6 уровне у меня больше шансов, что придет фиолетовая фигура. А так как мне антимаг пришел со старта, то это в принципе будет, скорее всего, будет антимаг мне приходить и дальше. Ну да, в принципе, да. Не, ну, я такая, боже, мне впервые антимаг пришел на 5-м раунде. Честно, честно. Я уже говорил в одном из своих роликов, что мне как-то пришел противник, а у него был антимаг в 2 звезды на 6-м раунде. По-моему, на 6-м. Уже не помню. Не помню, уже прошло время, поэтому я особо не помню. Но это было точно вот на 6... Ну, что-то так, короче, слишком рано было. То есть это 6-й, 7-й раунд, у него антимаг в 2 звезды, при этом он был на 5-м уровне. Ну, круто, да? А еще он фуловых эльфов поставил благодаря волшебников. То есть там вообще шикарно было у него все. Круто? Я считаю, очень круто. Тут 100% будут маги, скорее всего. Есть Джакира. И, скорее всего, будут воины. Не знаю, если честно, какой билд использовать, но, честно, мне бы хотелось попробовать через охотников. Это довольно-таки необычно, это довольно-таки сложно. И если падает мантия, то это сильно имбово. Вот реально сильно имбово. Во-первых, это чистый урон с руки, во-вторых, это куча тычек. Короче, будем смотреть, отталкиваться от ситуации. Поэтому все, я не буду больше задумываться очень сильно прямо, что конкретно хочу, а просто буду наслаждаться. Возможно, я вообще поставлю волшебников, поставлю себе 9 магов и буду играть через антимага и 9 магов. Why not? Правильно? Why not? И вот, кстати, хитрец. Оу май. У него 5 винстрик, у него есть хитрец, а тут есть Мамора, и у него есть большой шанс, что может этого хитреца вырастить в 3 звезды. Если он вырастет его в 3 звезды, то у меня будут, ну, неприятности. Все-таки это синергия кунг-фу, и есть шанс, что он будет ваншотать. Но, если у меня будет антимаг 3 звезды, то шансов у него нет никаких. Абсолютно никаких шансов. Может, мне панда хоть что-то, ну, принесет уже за сколько там раундов? Опа. Сюда, мой винстрик, дорогой. Ну давай сюда. На законное положенное место, винстрик, сюда. Я думаю, он просто думает... Я думаю, что он такой сидит и думает, ну ты мразь. Мразотская ты мразь. Я серьезно думаю, что именно так он и думает. Вот это вот классно, да? Я серьезно думаю, что он и так и думает. Я думаю, панду уже стоит продать. Честно, она как-то не внушает доверия, эта панда. Как бы типа окей, спасибо, но... Я думаю, ее нужно уже продать будет. Я, кстати, сейчас хочу закирить Марси. Из-за того, что у меня есть синергия кунг-фу, это первое. А там, если я половину хп снесу этим мобам, то есть вариант, что и ваншот. Ну, кстати, если Волдеморт вот этот придет сейчас ко мне на следующем раунде, то я еще и у него винстрик заберу. Я буду только рад. Посмотрим. У меня пока что в действительности слабый стол. У меня нету нормальных волшебников, нет нормальной синергии. Это у меня вообще, ну, все в единицах. Единственное, что тащит, это вот антимаг. Серьезно. При таком раскладе антимаг тащит. На самом деле можно было баф людей попробовать добить. Но как-то туго приходит все. Зато 2 человека пришло сейчас. Ух ты. Это нам надо. Зато 2 человека пришло. Я только продал цемку, и 2 человека такие. Добрый вечер. Ну, это закон подлости. Это закон подлости. Тут как бы... Ну, ничего не попишешь, ничего как бы... Ну, короче. Жалко, конечно, что не Мамора упала. Упала бы Мамора, я хотя бы антимагом мог бы 2 звезды раннего сделать. И сделать себе обалденнейший винстрик. А мог бы просто сидеть с антимагом, пока он в тройку не соберется. Надо было бы смотреть, как будет приходить и тому подобное, и отталкиваться от этого уже. Я не буду, наверное, переделать предметы в 3-й тир. Или попробовать рискнуть. Но я во 2-й тир попробую.
Не, ну ладно, пойдет. Пойдет. Этот предмет, в принципе, не будет таким уж и плохим. О, кстати. Это мой Ну, вот, как бы, да. У него стол был посильнее, поэтому он винстрик забрал. Ну ничего, я ему отомщу. Я ему отомщу. Он в топчик точно не зайдет. Не зайдешь ты. Ну, все, готовься. Готовься. Я отомщу за всех. За Гарри Поттера тем более. Волдеморт. Блин. Где мои волшебники? Вот закон подлости, серьезно, ты покупаешь людей, у тебя люди не идут раундов 10. Вообще не приходит третий человек, вот нужный, чтобы выйти в уровень, ну, чтобы у тебя было все замечательно, все прекрасно. Продаешь волшебников и думаешь, что тебе волшебники не придут. Ну, то есть, ну, думаешь такой, ну ладно, типа, потерплю без волшебников. И тут бах, тебе волшебник приходит. Кайф. Магов здесь пачка. Мне нужно будет против магов здесь 100% играть. Но я, знаете, я, наверное, на 15 раунде рискну и попробую найти предмет 4 тира. Мантию. Придет мантия. Это что? Это такой буст будет. Это нереальнейший буст будет. Вы прикиньте, на 15 раунде найти мантию. У меня как-то был ролик на канале, где я на 15 раунде собрал антимагов 2 звезды и нашел мантию 4 тира. Короче, у меня был 7 уровень, у меня было 6 охотников, у меня был антимаг 2 звезды, и я тупо всем башню сносил. Без шансов. Это было так сильно, что ну его в баню. Жалко, кстати, Трента нету 2 звезды. Возможно бы Трен в 2 звезды мне помог бы. Возможно. Может продать Марси, может не играть через эльфов. Вот оставить все как есть, просто собрать себе Трендуху в 3 звезды. Чисто как танка, чисто как подхилиться. Знаете, как будет обидно, если сейчас вот этот Волдеморт ко мне снова придет и снова меня вынесет. Вот это вот будет обидно. Я, короче, вот так вот сделаю. Короче, как-то вот так вот сделаю сейчас свой стол. Пусть пока такой будет. Итак, смотрите. Вражеский стол вот такой вот. И сейчас посмотрим, как он быстренько откиснет. Он уже откисает. Там чисто Муэртов 2 звезды. Кстати, если я найду мантию 4 тира, у меня будут демоны, то я буду Муэрту пробивать сквозь ее форму иллюзорную. Круто? Шикарно, я считаю. Потому что у меня будет там чистый урон с руки, а как мы знаем, что Муэрта защищается только от физического урона. Ну все, а можно теперь еще одного волшебника, пожалуйста? Мне так хочется еще одного волшебника, прям, ну прям очень хочется. Дай волшебника, пожалуйста. Одного. Морского. Хочется морского мне волшебника. Дай мне рыбку мою, падла. Бог рандома, ну-ка быстренько. Давай, в следующем раунде сейчас бог рандома мне приносит морскую волшебницу. Быстренько, я сказал. И я сказала, стартуем. Так, ну магов здесь пачка прям нарисовывается. Вот еще один маг. То есть там Волдеморт на магах, вот этот вот челик на магах. Котлы ранние поприходили. Ну ладно, мне говорить, что рано приходит, правильно? У снайпера молнии сработали, он мне снес только что 2 фигуры. Красава, неплохо. Так, сейчас будут мобы. Сейчас будут мобы. Я как бы в антимага верю. Но что-то мне есть подозрение, что лучше поставить, наверное, как-то керри сейчас именно Марси сделать. Панда, конечно, предатель максимальный. Просто крыса. Крыса, потому что вообще ничего не принесла мне. Сколько раундов уже прошло, она мне тупо не принесла ничего. Ты стоишь на моем столе. Я тебя кормлю, пою, все дела. Лелею, берегу и тому подобное, а ты мне не можешь пандочку дать? Крыса. Вот крыса. Вот это вот самая настоящая крыса. Нахлебник. Пользуется моим доверием. Вот это вот. Пользуется вот это вот, что я ему верю, даю на него надежду, там, возлагаю все дела. А он пользуется моим. Вот пользуется моим доверием, все такое. Как таких мы людей называем? Ну, в данном случае пандочку. Как мы такую пандочку называем? Ну-ка, напишите в комменты. Как мы такую пандочку назовем?
Ага, воины собираются. Ну, на воинов мне как-то плевать будет. Опа, так, сюда улучшение. Жалко, что морская волшебница не пришла. Рискнул, и риск мой был не оправдан, к сожалению. Ну ладно, ладно. У меня будет еще шанс на 20-м раунде паролить. Дагон, в принципе, не такой уж и плохой предмет для меня будет. Как-никак он... Опа! А что это значит? Итак, у меня теперь стоит сложный выбор. Оставить трентуху, либо же поставить себе фулл троллей. Но я думаю, я лучше все-таки сыграю через фулл эльфов. Как-то фулл эльфы мне больше нравятся. Как-то больше внушает доверие фулл эльфов. Вот так вот сделаю. Все. И выходим в уровень. Все, у меня 8 уровень. На 9 уровне я буду, наверное, ролиться. Сейчас будет контент нереальнейший. Кстати, я предметы, наверное, вот таким вот образом сейчас раскидаю. У меня тренд самая плотная фигура. А так как баф эльфов работает следующим образом, то что когда вас тычкуют, появится дубликат, ну, иллюзия вражеской фигуры. Сейчас, короче, сами увидите. Смотрите. Оп. Нет, еще не оп. Оп. Еще не оп. Ну! Вон, короче, появился орк. Что-то как-то миссы слабо сработали. Короче, когда срабатывает мисс, то появляется иллюзия вашего противника. Но только по эльфам это работает, поэтому я поставил тренда. Он все-таки самый плотный, у меня, вот видите, это Хускар появился. Жалко, конечно, не копируется со шмотками, но это было бы слишком сильно. Ты. Как? Как? Вот это вот самая бесполезная легендарка, как по мне. Вот эта легендарка возглавляет мой топ самых бесполезных легендарок. Не знаю, она мне так не нравится, она такая тупая, она просто, ну... Ну как это... Я не знаю, как это... Я не знаю, как это сказать. Просто она очень тупая. А, и ты пришел ко мне, естественно. Ты проиграл свой лустрик, и ты ко мне... винстрик, и ты ко мне пришел, да? Ну, крыса. Ты мог, ну, сначала ко мне прийти, я забрал бы твой винстрик, порадовался бы, позлорадствовал немножко. А потом уже идти к кому-то другому. Нет, ты пришел к какому-то левому типу, он тебе снес табло, и все. Крыса. 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 У меня все, крыса. Все, меня заело, это крыса. На самом деле, если придет ко мне тренд еще один, ну, пусть, в принципе, можно его собрать. 3 звезды. Это хороший танчик. Так, там одни... Ну, там, короче, тут будут все маги сейчас в основном. Охотники и воины. Смотрите. Подключаю свои... Как это правильно сказать? Подожди, я забыл, как это правильно сказать. Подключаю свои... Мистические, вот так назовем. Подключая свои мистические способности и говорю следующее. В этой катке будет 2 охотника, включая меня. 2 плюс-минус мага и 1 воин. Антимаг пришел. Шикарно. Экстрасенс Александр в деле. Это хорошо, что мне антимаг пришел. Очень хорошо. Я надеюсь, что он в 2 звезды придет. Придет в 2 звезды, будет вообще просто песня. Не знаю, можно, в принципе, отказаться от друидов, идти дальше в уровень, собрать максимально быстро 9-й.
Я, кстати, сейчас на этом раунде, наверное, попробую переролить еще раз предмет в 4 тира. Наверное, да, так и нужно сделать. 86 хп, 55 монет, 8 уровень, почти половина 9. То, в принципе, у меня все более-менее хорошо. Так, что ж нам делать? Нам нужно продать друидов или не нужно продать друидов? Ой-ой-ой, забыл! Клянусь, вылетело из головы то, что в игре есть Мамора. Вот вылетело это из головы. И почему я сейчас так вот именно прям отреагировал? Это потому что, смотрите, если бы я перед началом 21 раунда закинул Мамору своего антимага, то там было бы 2 из 9, скорее всего. Скорее всего. То есть, соответственно, я бы забузил себе Мамору. Но я забыл немножко. Я слишком задумался о том, как построить свою стратегию по игре. Не вылетело из головы. Вот прикиньте. Ну, бывает. Ладно, бывает. Окей, бывает. Ну, смотрите, я уже вижу 3 магов. А я сколько сказал? 2 мага плюс, по-моему. О, да! На самом деле, я рискнул. Я сначала думал, боже, какую я хрень замутил. А потом такой, а неплохую-то хрень я замутил. Хотя на самом деле, что мне могло упасть такого плохого? Хотя да, есть там предметы, которые, ну, ужасные для меня. Прям ужасные. Так, я понял. Мне надо перестраиваться. Мне срочно нужно выходить в 9 и начинать ролиться и перестраиваться. Потому что что-то там маги опупели. Совершенно опупели. Поэтому надо как-то их немножечко остужать. Да, я, наверное, откажусь уже от всяких вот этих вот эльфов. Вот это вот все такое. Поставлю немножко магов. О, морских, а не магов. Так, вот тебе. На самом деле у меня сейчас антимаг слабый. Несмотря на то, что у меня есть мантия, у меня антимаг слабый. Хорош. Мне так сейчас фартануло на охотников. Вот так вот сделаю пока что. Во. Идеально. Почему я так сделал, я думаю, отвечать не надо. Но вдруг кто не понимает, почему именно я так сделал, посмотрите, у меня сейчас есть синергия демонов, у меня есть синергия охотников. И вся эта синергия сейчас будет находиться в антимаге. И смотрите, что происходит. Просто антимаг в одну звезду что творит. Мне надо его в 2 звезды. Как только он будет в 2 звезды, тут все, тут будет финита ля комедия. И небольшой отхил мне все-таки нужен. Будет у меня бусы 3-го тира, то все. Бусы. Что еще такого можно? Кстати, ни хрена себе там котел. С аганимчиком. С драконьим рогом. Ему только не хватает сейчас посоха 3-го тира и все. Может, все-таки стоит поролиться? Четыре мага в катке. Я немножко ошибся в своих прогнозах. 4 мага. У меня 65 хп и 3 лустрика. Это пока что. Как только нахожу антимага в 2 звезды, нахожу какой-нибудь отхил, то все, тут конечное для них. Я в себе уверен сейчас на 100-500%. Я даже, знаете, вот как-то не особо нервничаю. Мне главное вот перетерпеть этот момент. Ну, сейчас оно, еще один маг. Ну, пока что, да, больно. Больно пока что. Больно. Больно бьют. Минус 11. Ну, пока что терпимо. Я, наверное, поролюсь. Давай. Давай, подлантимбак. Давай, приди! Лакалут. Помните эту рекламу, там, где говорят, типа, фразу лакалут, и чел стоит с зубами на всю. Вот я только что такой же был. Все. Антимаг 2 звезды сейчас будет творить чудеса. Хотя на самом деле по предметам это вообще... Ну, вы вдумайтесь, какой еще персонаж может творить столько дел, имея всего лишь 2 таких предмета? Вот сейчас для полного фарша антимага мне не хватает следующего. Смотрите, БКБ это против всех контроля, потому что, ну, БКБ это имба. Это первый момент. Второй момент. Мне не хватает
вот этого гиперстона, который дает плюс 50% скорости атаки, мне не хватает еще и посоха 3-го тира. Все, вот эти вот предметы, и у меня антимаг максимально упакованный. Максимально. Почему мне нужны именно эти предметы? Смотрите, БКБ защитит меня от всех контролей. Абсолютно. Там всякие там хиксы, обезоружие и тому подобное, станчики, то антимагу будет максимально плевать. Гиперстон даст мне много скорости атаки. То есть, сколько там у меня будет, 0,5 или 0,4 скорости атаки. И этого на самом деле будет не с головой достаточно. В антимага под охотниками. Вот сейчас у него 0,9, а под охотниками, точнее под гиперстоном у него будет что-то 0,5 или 0,4, 0,5, по-моему. 0,5 будет. И этого, в принципе, достаточно. Потому что у него будет очень часто срабатывать тычка охотников. Но, в принципе, если будет еще какая-то скорость атаки, допустим, там МКБ упадет, я не откажусь. МКБ тоже хороший предмет. Если с 5-го тира ко мне придет там щит, допустим, 5-го тира на возвратку, то почему нет? Что? Еще Мьёльнир. Мьёльнир 5-го тира идеально заходит в такого антимага. И если антимага я сейчас 3 звезды не соберу, то идеально зайдет ко мне. Оу, май. Ребята, что это значит? Я знаю, что это значит. Чем это пахнет? А ну-ка, напишите уже, вот посмотрите. Посмотрите, я говорю. Поставьте сейчас ролик на паузу. Поставьте сейчас ролик на паузу. И напишите, чем пахнет эта катка. Я считаю, это будет легкая. Легчайшая. Тупо я сейчас поставлю 6 морских. Я всех здесь победил особо. Ну тут реально, тут все. Единственное, что надо еще, наверное, морских поставить. То есть я сейчас выйду в 10-й, поставлю 4 морских. Уже защищусь от магов максимально, потому что мне мантия дает сопротивление. Плюс у антимага собственное сопротивление огромное. Ну и плюс у меня упакованный уже антимаг, по сути. У него есть Мьёльнир, ну, маленький Мьёльнир. Такой малюсенький. Но этого малюсенького Мьёльнира достаточно, чтобы создать крупнейшие проблемы своим противникам. Все-таки как-никак, во-первых, вылетают молнии, а так как у меня есть посох 3-го тира, эти молнии тоже, если что, умножаются по урону, вдруг кто не знал. Поэтому юзайте. Топчик. Плюс посох 3-го тира сам по себе имба. Ну-ка, давайте, смотрите. Бэм, бэм, бэм. И вот как играть в текущем патче? Вот как? Как? Я сам себя в шоке. 4 из 9 за 7 раундов. Нормальный результат. Кстати, вот 9 воинов есть. 9 воинов могут меня спокойно опрокинуть. 9 воинов — это проблема. За Мэрту я не переживаю. Кто-то вот мне сейчас может сказать, что вот этот вот охотник, который в 7 уровне, он меня вынесет свои Мэрты. Я напомню, у меня сейчас урон с руки чистый. Даже Муэрта будет находиться вечно в своей форме, я все равно буду ее пробивать. Потому что Муэрта защищена только от физических атак. Так что... Иллюзорная форма не поможет. Не поможет. Кстати, у чувака прикольный такой ник. Автовин. Прикольный ник. Уи. Ой. Ой. Я не хотел. Прости, пожалуйста. Так. О, мифриловые доспехи. Тоже давай сюда, в копилочку. Дают хпшку, дают мне защиту от таргетных способностей, либо обезоружия, либо что-то еще. Короче, что-то таргетное прилетит, я от этого защищусь. Может выйти из инкама и поставить уже 4 себе морских? 5 из 9, нормально растет. Потихонечку растет мое биологическое оружие. По-другому этого персонажа не назвать. Это биооружие. Мне нужна вообще нага. Медузочка. Так, в катке 4 мага. Отлично. Можешь выйти из инкама. Я выйду. Я поставлю лучше морских. 60% урона я буду выводить со способностей. Это круто. Там, напомню, там котел есть, который с драконьим рогом и агонимом. На минуточку. Да, у него нет там посоха 3-го тира, но... Хотя, на самом деле, я не знаю. Как по мне, посох 3-го тира намного больше дает, нежели агоним. Ой, ой! Больно-то как. Больно-то как. Ой, больно-то как. Если что, кстати, вдруг кто не знает, то морские защищают на 60%. Короче, они поглощают 60% от способности. На мгновение. Не магический урон, а от способности.
И это сильный момент, потому что они поглощают именно и чистый урон, и физический урон со способности, и магический урон со способности. То есть это классно. Я этими медальонами скоро обмажусь. Я скоро буду этот шаманом, который будет с кучей медальонов. Как вот этот в поселениях. Забыл, как эти Вуду или не Вуду. А ну, напишите в комментариях, как этих ребят зовут. Которые там вокруг. Блин, не помню. Ладно, все. Проехали. Проехали. Мне, в принципе, что сейчас остается? Ролиться и находить особо более-менее документы. Чтоб у меня так духи срабатывали, отвечаю. Вы видите, сколько раз у него духи сработали? Чуть ли не на каждую тычку. Охренеть. У него всего лишь... Вдумайтесь на мгновение, сколько раз у меня сработало только что окаменение по мне. На мгновение у него 2 духа всего лишь стоит. И вот так вот жестко срабатывало окаменение. Нормально? Я считаю, ненормально. Немножко эльфов поставим, почему нет? Зачем мне это Муэрто? Можно было бы от магов еще найти на всякий случай шарбезны. Но я думаю, мне лучше какой-то предмет либо 4-го тира искать, либо уже 5-го тира. То же самое бессмертие хорошо зайдет, БКБшка хорошо зайдет, МКБ зайдет хорошо, чтобы всякие там мясы меня не трогали. Тычки плохо срабатывают. О, да. У меня сейчас скорость атаки 0,5. Имбуля? Еще какая. Ну что, маги, готовьтесь. Брейте ноги, я в дороге. Я выехал на охоту, все, всем магам фонарики. У меня 6 морских стоит, все. Ну вот, знаете, чтобы 100% себя защитить, я бы все-таки попробовал найти шарбезны 3-го тира. Нашел бы шарбезны 3-го тира, я бы 100%... Сколько? Раз, два, три, 4. 4 мага на секундочку, 4. С шаром бездны я бы просто себя намного увереннее чувствовал и в безопасности, потому что шар бездны активировался бы со старта, повысил бы сопротивление всем моим союзникам, союзники все мои пережили прокаст магов и вернули как бы сдачу. Так, вот маг. А что так больно? Раз окаменение. 2 окаменения. А я чуть не понял, морские вообще сработали? Что-то как-то такое впечатление, что морские не сработали от слова совсем. Как-то мне слишком много урона прилетело от способностей, но а толку? А толку, если ничего не сработало? 6 из 9, 32 раунд. Нормально. К успеху идет антимаг. К успеху. Ну вот, смотрите, даже если антимаг мне сейчас не придет с Маморы, мне нужен еще один антимаг всего лишь. В 2 звезды. И все. Но магам здесь хана. Я их испепелю. А если мне будут духи задалбывать так сильно, то я просто возьму, поставлю себе гритеров. И все равно испепелю его. Ты меня так не пугай. Ну что, а что это за хрень? Почему каждая тычка срабатывает окаменение? Когда я играю так на духах, у меня хрен что срабатывает. А ну-ка напишите в комментариях, у кого такая же жиза? Когда кто-то собирает духов, там почти постоянно срабатывает окаменение. Когда ты собираешь духов, то хрен. Большущий хрен. Это немножко как-то, ну знаете, ну подбешивает что ли. По крайней мере, меня так точно подбешивает. Ты стараешься, пыхтишь, потеешь. Тут что-то, хотя на самом деле на антимаге потеть
Так, вот один маг с посохом 3-го тира. Это проблема, и мне надо все-таки найти будет 5-го тира. Броню. Ну, надо броня. Мало урона. Я ж чистым уроном не бью. Я не понял, там что, духов бафнули как-то или как? И почему не срабатывает возвратка? Вы заметили, что морские как-то не сработали нормально? Не, может, я чего-то, конечно, не знаю, поправьте меня в комментариях, но почему только что возвратка не работала? Типа, мне куча магического урона прилетела, но возвратки, как бы, я не ощутил импакта от возвратки. А можно антимага что-то типа одного? Понял. Ну ладно. Всего лишь шанс 25% на фиолетовую фигуру. Ну, то и духа зато пришел. Интересный прикол, конечно, получается. Я как-то так сейчас даже сделаю своего антимага. Чтобы он был чуть подальше от этих духов бесполезных. А тут не сработали. Ну просто до этого видели, как жестко срабатывали эти духи? Это ж прям дикость какая-то. 7 из 9. Интересно. А давайте... Вот что быстрее придет? О, спасибо, спасибо. Шар бездны, ну, надо на всякий случай взять, потому что мне это не нравится. Мне не нравится, что они меня пробивают. И мне не нравится, что не работают почему-то морские. У меня один антимаг выживает, в него урон прилетает, а возвращать он ничего не возвращает. Это что за кэшбэк такой дурной? Не, может, я реально чего-то не понимаю. Напишите в комментариях. Почему нет возвратки? Или я слепой, в глаза долблюсь, и оно все-таки возвращает когда-то. Ну, когда-то, когда ему угодно. Там, кстати, лютый котел. У него аганчик, посох 3-го тира. Но я думаю, он уже пробивать меня не будет. Но даже смотрите, если все что-то... Ну, если, ну, нормально? Хороший прикол. Да иди ты в баню, а, антимаг. Одобряю. Такое я одобряю. Один шар бездны хорошо, два лучше. Я же искал шар бездны, правильно? Я его выбил с рандомного сундука, поэтому... Держи, Саня, шар бездны. Но у меня все равно вопросы, почему у меня не работает возвратка урона? Короче, это вам вопрос. Напишите в комменты, почему не работает возвратка урона от магии. Ну, от способности. Мне куча урона прилетает. Что за бред? Давайте сейчас вот все вместе будем наблюдать. Смотрите, я всех кучно сейчас поставил. У меня один шар бездны есть, второй шар бездны есть. У меня сейчас куча магического сопротивления. Я сейчас должен спокойно переживать абсолютно всех. Но только вот первого мага мне будет тяжело, скорее всего, переживать. У него там котел жесткий. Так, ну-ка. И... Вы заметили возвратку урона от морских? Не, я тут быстро, конечно, испепелил всех. 8 из 9 уже. 3 раунда подряд. Окей. Какой 3 раунда? 2 раунда подряд. Давайте пообузим вот эту вот тему. Туда-сюда покликаем. Может, сейчас повезет. Так, здесь чел ставит Тайдуху. Там у этого Волдеморта вообще странные эти способности. Тьфу, способности, артефакты. Скриму люто не повезло. Сочувствую чуваку. Но в топ-3 хотя бы зашел. Хотя, по-моему, он только мне и создавал проблемы своими духами. Но если бы так дальше продолжилось, то я бы лучше сделал перестановку бы в гритеров. И тогда бы вообще у меня не было проблем. У меня все-таки есть БКБ, все такое. Я бы спокойно всех вынес тут. Так, вот он. Вот он. И чё, если сейчас не было возвратки от морских?
Я, короче, походу, что-то... О! Опа! А что это значит? А это значит, имбуля пришла. Такое мне нравится. Такое я люблю. Это хорошо. Это отлично. В принципе, можно было бы шмотку рольнуть. 5-го тира какую-то найти. Но у него тут жесткий стол. У него там есть обезруш, но мне на обезруш плевать. У меня есть БКБ. А даже если бы у меня не было БКБ, у меня было что? Правильно, мифрил и доспех. Поэтому мне плевать. Хотя у него там хекс, поэтому такое. Чпуньк. А вот сейчас морские сработали. Видели, в конце была анимация, что сработали морские. Очень интересно и ничего не понятно. Я, кстати, ему сейчас посох сбил. Я думаю, он там нервничает. Я бы тоже нервничал. Я бы, когда видел такой стол, у меня бы там вообще дикий пот с лица стекал. Теперь можно и тролляху собрать. Почему нет? Добротно. Мне такое нравится. Так, он поставил 4 духа. Посмотрим. Взрыв. Вот сейчас сработали морские, а до этого почему-то не работали. Я, похоже, чего-то не понимаю, серьезно. А ну давайте, кстати, посмотрим, как тролль будет работать сейчас под мантией. Мне интересно, как будет тролль работать. У меня была когда-то идея закирить такого тролля. Но я его чисто на мобов поставлю. Я хочу посмотреть, как будут работать топоры. Думаю, если бы у меня был аганим, то под аганимом там было, ну, там ужасно все было. Для противника. Не для меня, для противника. Там бы для противника были огромнейшие проблемы. Но на самом деле, с таким антимагом можно было бы в тупую поставить гритеров, не опасаться этих духов. И все. Но меня удивило то, что не срабатывали почему-то морские. Это странно. Ну да, если бы троллю докинуть аганимчик... А, не, ну как-то хреново работает, смотрите. Из-за того, что у него топоры бьют физическим уроном, он не бьет чистым топорами. Если бы он бил чистым уроном топорами, то было бы круто. По идее, в принципе, морских можно вообще выкинуть сейчас. Кстати, волшебное зеркало упало. Сейчас будем обузить волшебное зеркало. Сейчас сделаем вот таким вот образом. Сейчас. Я думаю, морских пока что уберу. И вот так вот. И расстановку сейчас сделаю, чтобы у меня мои юниты подольше пожили. Опа, коса. Время. Time to коса. Ну что ж. Смотрите, сейчас от тролля будут иллюзии, и эти иллюзии будут кидать топоры тоже. Чпуньк. Ну, тут вообще не надо этого. Так пойдет. И так пойдет. Как-то так. Красиво? Очень. Будем объективно честными, мне повезло. Мне повезло как по предметам, потому что, ну, мантия вторым предметом упасть, это вообще круто. Я рискнул, мне повезло. Но и будем тоже, как бы, откровенно честными, я что-то не понял, почему не работали морские. Для меня это лютая загадка, почему не работали морские. Типа, в чем прикол, в чем проблема была, что произошло. Что произошло, что не работали морские адекватно. В какой-то момент они возвращали урон. В какой-то момент они не возвращали урон. Что происходило? Что происходило с этим вот, ну, с этой комбинацией? Я удивился в моменте, когда у меня остался один антимаг. Меня все накидывали там магии, просто бешено закидывали его, заспамивали. А он ничего не вернул.
Это какой-то тупизм. Это либо как-то сломано работа. Короче, я это проверю немножечко. И в следующем ролике, если что-то, я, может, скажу эту информацию, когда проверю, соответственно. Мне очень интересно, каким образом работают морские. Это какой-то бред. Почему как-то возвращали, почему не возвращали иногда? Ладно, все равно прикольная каточка. Мне понравилось. Я доволен. Ну, как бы, вот. Они не хотят такое фиксить. Вообще не хотят. Да хрен с ним. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забывайте оставить свой лайк. Ну, как бы, антимаг, надо поставить лайк обязательно. Ну, не смотрите на меня осудительно. Контент есть контент. Антимаг записал. Все, давайте, лайк накидываем. А также, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал, если что, закреплен в описании под видео, а также закреплен в комментариях. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!